Доброе утро всем, всей нашей киберсангхи. Я знаю, что это незапланированная трансляция в Фейсбуке. У нас есть план, и до следующего месяца никаких мероприятий быть не должно. Но я сейчас нахожусь в Амстердаме, чудесный уикенд. Я читал лекции в эти выходные, прекрасно провел время с сангхой здесь. И сегодня я направляюсь в аэропорт. Такое тихое, спокойное утро. И я подумал, что, может быть, это хорошая возможность связаться спонтанно с киберсангхой и поделиться своими мыслями утром. Я хотел бы поговорить немного сегодня утром о такой важной идее мудрости во всех духовных традициях, особенно в тибетской традиции, в буддизме, в частности, в тибетской традиции и буддизме очень важна идея мудрости. Это означает, что это касается нашего «я», кто мы или кто я. В каком-то смысле считается, что все лишено неотъемлемого существования, ничто не обладает неотъемлемым существованием, только наш ум накладывает какие-то проекции, проецирует, накладывает какие-то свои концепции, как говорится в квантовой физике, такие же принципы. И что здесь означает это? Что это означает, что наше самоотождествление, наша жизнь до настоящего момента, все, что мы думали о том, кто мы, все это было неправильно. То есть мы не являемся этим. И все, что мы думали о себе, в принципе, мы лишь накладывали что-то на что-то, какую-то идентичность, отождествление с помощью своих концепций, условий, хватающего ума, и мы этим не являемся. Вы меня все хорошо слышите? Думаю, да. И, в принципе, это немного пугает. В этом есть какая-то угроза, чувствуется угроза. Вы подумайте, что до сих пор все, что мы думали о том, кто мы этим не являемся. И, наверное, то же самое верно о том, что все, с чем мы отождествляемся сейчас, думая, кем мы являемся в данный момент, это также то, чем мы не являемся. Это также может пугать. И также все самоотождествление, которое мы будем проецировать на себя в будущем, кем мы являемся, кем мы будем являться в будущем, этим мы тоже не будем являться. И, в принципе, то есть мы не являемся тем, чем мы думали, мы не являемся тем, что мы сейчас думаем, и мы не являемся тем, что мы будем думать в будущем, и, в принципе, в каком-то смысле мы никто. И, конечно, все, кто интересуется духовностью, личностным развитием, просветлением, мы все знаем, что нам интересно преодолеть вот это самоотождествление с болью какой-то, с условиями, с условностями. Нам это интересно, мы этому привержены, мы этим занимаемся, действительно хотим понять, преодолеть, достичь освобождения. Действительно освобождение может произойти только если произойдет самопостижение, истинное самопостижение, а не постижение некого спроецированного «я». Мы все это очень ясно знаем,
Но каждый раз в жизни, когда кто-то говорит нам «ты никто», нам обидно. Или даже когда намекает о том, что мы никто, ты не важен, я тебя не вижу, я тебя не слышу, кто ты. Все вот эти намеки обидные, болезненные для нас. Я думаю, что важно размышлять над этим. Я думаю, что почему важно об этом поговорить? Почему об этом важно поговорить? Потому что в каком-то смысле, я думаю, каждый раз, когда мы думаем, что мы являемся кем-то, мы блокируем все остальные возможности того, кем мы можем быть, или какие роли мы можем играть. Потому что мы очень сильно отождествляемся с одним ограниченным аспектом нас самих. Это все равно, что у нас есть множественная личность, и проявляется только одна личность из многих, обусловленная чем-то. Если посмотреть на все болезненные переживания, которые у нас возникают в взаимоотношениях с людьми, если посмотреть на природу этой боли, то каждый раз это одна и та же тема. То есть нам обидно, потому что все остальные аспекты самоотождествления не принимаются. В этой ситуации мы не способны это переработать. Вот, например, если я отождествляю с тем, что я учитель, то, наверное, я буду стараться чувствовать себя учителем, когда буду говорить со своим другом, а он не мой ученик, я буду стараться ему советовать. Я буду говорить с моей женой, также буду пытаться ей советовать. С моим сыном тоже буду пытаться советовать как учитель. Я знаю, что ничто из этого не будет работать, потому что мой друг – это не мой ученик. Мы обменимся с ним на равной такой основе. И, в принципе, вот когда мы отождествляемся с чем-то одним, то мы ограничиваем себя очень сильно. И в этом смысле очень приятное чувство, что мы никто. Я знаю, что это может немного пугать, но, по крайней мере, идея о том, что я никто, я никто. Я никто в том смысле, это не что-то нигилистическое, мы ничего не отрицаем, но я не являюсь тем, что мне кажется, чем я являюсь в данный момент. Я не учитель, и я не только учитель, и не только отец, и не только друг, и не только муж. И я никто из этого. В этом смысле. И это позволяет мне быть любым, кем угодно. Это позволяет мне быть кем угодно. Позволяет мне быть тем, кто идет... Вот я вижу, что на улице нужна моя помощь кому-то, и это позволяет мне быть помощником, это позволяет мне убрать на кухне, позволяет мне навести порядок у себя дома, провести уборку, сделать уборку, позволяет мне делать все, что угодно, если у меня нет только одной личности. В каком-то смысле я пытаюсь здесь сказать, вопрос тогда все же, кто мы? Кто я? В каком-то смысле, кто я, с теоретической точки зрения учения, похоже, что это лучше сказать, что я являюсь бесконечным потенциалом, пространством. Я являюсь безграничным священным пространством. Я не говорю просто, что я пространство. Я говорю бесконечный потенциал. То, что пространство предоставляет качества различные. Определение пространства – то, что позволяет. Намке годжи по-тибетски. Пространство открывает двери. Пространство позволяет. Я тот, кто позволяет проявиться всему моему потенциалу.
И кто я? Я те бесконечные возможности, безграничное пространство. Я являюсь тем чистым осознанием. Я являюсь чистым лучезарным светом. Я являюсь чистой, теплой любовью, состраданием, просветленными качествами. То есть вот я являюсь этими просветленными качествами, этим чистым осознанием и этими бесконечными возможностями, безграничным пространством, вот эти три каи, три чистых измерения. Вот кто я. Почему я решил об этом поговорить сегодня утром? Потому что я слышу в Фейсбуке, видел, я на Западе знаю, что люди говорят так, что ты думаешь, то ты этим и становишься. В каком-то смысле, то есть наши мысли важны. Позитивное мышление привлекает позитивные ситуации, закон притяжения. Любовь притягивает любовь, негативные мысли притягивают негативное, страх притягивает страх. И это все очень верно. Но иногда на Западе, когда люди об этом говорят, похоже, что они подразумевают, что если хочешь быть богатым, то можешь быть богатым. Если хочешь стать кем-то известным, как какой-то известный человек, о ком бы мы ни подумали при этом, то можно стать вот этим человеком, вот той женщиной, тем мужчиной, тем спортсменом, боксером, артистом, музыкантом. Но здесь мы упускаем кое-что важное. Дело в том, что не только, что мы думаем, чего мы желаем, и мы этого достигаем. Все хотят быть богатыми, все хотят быть известными, или почти все. Но не обязательно все должны ими стать. Не обязательно, что это хорошо для каждого быть известным или богатым. И не каждый нуждается в одном и том же. И самое важное здесь — способность проявлять себя полностью, так, чтобы мы чувствовали себя свободно, не чувствовали себя ничем изблокированными, чтобы мы не чувствовали, что нам не удалось установить связь со своим потенциалом, чтобы мы не чувствовали, что мы не проявили то, что хотели проявить в своей жизни. То есть мы чувствуем, что мы должны были, могли что-то сделать, но не сделали. Вот что важно. То есть самое высокое, полное выражение самого себя, чем бы это ни было, вот что важно. То есть не обязательно быть именно каким-то известным человеком, может быть, вам и не нужно этим быть, и это было бы большой проблемой, может быть большой проблемой. И вот вся эта идея, когда мы думаем, и желаем, и когда это случится, я не думаю, что это верно. Вот что на что я хочу указать. И с моей точки зрения, что, как я уже говорил, мы являемся этим безграничным пространством. То есть, когда мы остаемся открытыми, способность осознавать эту открытость все время, вот это важнее всего. Если мы остаемся открытыми, не будучи одним человеком, не отождествляясь с чем-то одним, с какой-то конкретной проблемой или болью, мы ничем из этого не являемся, мы являемся этими бесконечными возможностями. Вот способность это чувствовать, быть этим. Но достаточно для этого? Конечно, нет. Мы хотим, если мы хотим быть чем-то, то этого недостаточно для того, чтобы стать этим. Должны быть какие-то причины, условия, все это должно соединиться для того, чтобы чего-то достичь. Итак, что важно, во-вторых, это знание. И это осознание. Когда мы полностью открыты
и видим, знаем. Важнее всего увидеть самих себя полностью, свое истинное «Я» полностью, узнать свое истинное «Я». Когда мы полностью видим сами себя, и мы видим, что кто мы являемся, это не что-то одно, а это бесконечные возможности, то когда мы смотрим на себя, мы чувствуем, что это бесконечное пространство и там бесконечные возможности. И в этих бесконечных возможностях нам нужно найти, увидеть, осознать вот в данной ситуации, какие наиболее актуальные возможности есть для нас. Вот данный момент предоставляет очень уникальный набор обстоятельств, позволяющие достичь чего-то, чего мы можем делать, что мы можем делать, как мы можем приносить пользу другим. Вот эти именно обстоятельства дают нам бесконечные возможности, ресурсы, бесконечные ресурсы, которыми располагает каждый. Я очень ясно знаю, что в моей жизни я располагаю огромными ресурсами для того, чтобы делать то, что мне кажется, что я должен делать сейчас, и то же самое касается вас. И недостаточно что-то иметь, нужно еще осознавать. Сознание — это второе по важности после бесконечных возможностей. Бесконечные возможности не создают ничего, но сознание создает. Сознание направляет. А сознание представляет огонь направления. Балансирует, куда двигаться, когда предпринимать действия, когда какие принять решения, когда остановиться, с кем взаимодействовать. Сознание. Но не просто открытое. Это осознание не только чего-то конкретного, какого-то осуществления, но открытое сознание. И вот когда мы это видим, тогда проявляется поведение или действие. Например, если мы очень открыты, из этой открытости вы чувствуете, например, любовь. Когда вы чувствуете любовь, вы видите свою жизнь, вы любите свою жизнь, вы видите людей вокруг на улице, вы любите этих людей, вы видите незнакомца на улице, вы любите этого незнакомца, вы видите своих родных, и, конечно же, вы их любите. Вы любите их, потому что вы можете воспринимать их из этого сознания, потому что вы открыты к ним. И открытость, затем осознание, и после этого качество. На Западе, если мы не обратимся к чувству открытости, не обратимся к этому чистому сознанию, мудрости, и без обращения к чистому проявлению, просветленному проявлению, если мы слишком концентрируемся на мыслях и желаниях и материалистических взглядах, то это ошибка. Это ошибка. Если у людей достаточно мыслей, желаний, но желания и мысли не производят вещи сами по себе. Должны быть правильные мысли, происходящие из осознания, из этого пространства. И только тогда произойдет проявление. Итак, несколько вещей. Не все должны быть одинаковыми. Я не должен пытаться быть кем-то другим. Если посмотреть на журналы, например, вот в любом зале ожидания лежат какие-то журналы. Если заглянуть в них, вы хотите быть вот кем-то из этих людей? Это для вас не обязательно, но вам предлагают быть как он, ехать вот на такой машине, ездить на такой машине, жить в таком-то районе города. Вот что журналы пытаются вам сказать, вот так работает реклама, вот они пытаются вам что-то продать. Но вам не нужно быть чем-то из этого. Вам нужно найти себя. Возможно, что это нечто похожее на то, что есть в этом журнале,
Но вы сами должны это найти. Так, найти себя, желание, материалистическое желание, хватающие мысли, это не способ достижения успеха в жизни. Это определенный вид мыслей. Например, вот приведу пример позитивного мышления. Вот когда у нас негативные мысли, то как нам мыслить позитивно? Есть многие люди, которые желают мыслить позитивно, думать позитивно, но у них этого не получается. Это не получается. Есть многие люди, которые не хотят чувствовать страх, но они не могут перестать чувствовать страх. Есть многие люди, которые не хотят злиться, но не могут перестать злиться. И просто думать, мыслить позитивно, это также непросто, нелегко. Конечно, иногда люди говорят, если этого у нас не получается, по крайней мере, мы притворяемся, что мы думаем так, мы можем притворяться, что мы счастливы, это может производить некое влияние, принести какую-то пользу, но этого недостаточно. Я надеюсь, мне захотелось поделиться некоторыми из этих мыслей. Может быть, я мог объяснить это и получше, но я надеюсь, по крайней мере, я смог поднять некоторые темы для обсуждения, и мы можем все и дальше об этом продолжать думать. Вот, мы сделали паузу на пару недель в наших трансляциях в Фейсбуке. Я подумал, что вот сегодня утром у меня есть время, этим прекрасным утром я решил поделиться с киберсанкой. И я также хочу еще сказать, может быть, завтра или... Я хочу поделиться особенной вещью, когда я путешествовал в Непале, Йонгдзин Ринпоче, Тензин нам так Ринпоче, мой учитель, я попросил его, мог ли бы он дать благословение киберсанхе, и он продекламировал мантру Шарабчаммы, любящей Матери Мудрости. И я выложу это, может быть, завтра или в один из следующих дней, выложу на страничке. В этом есть благословение. Я надеюсь, что вы все сможете установить с ним связь, почувствовать его благословение, его присутствие. И это прекрасно. Спасибо.